Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – СПИД. Поэтому сегодня будет особенно актуально поговорить об этом смертельно опасном заболевании. А поможет нам в этом совместный проект МИА «Россия сегодня» и Минздрава России, посвященный профилактике ВИЧ-СПИДа. Здравствуйте, мои хорошие! Честный разговор про ВИЧ. Чем отличается ВИЧ от СПИДа? Можно ли заразиться ВИЧ через поцелуй? Если ВИЧ положителен, значит наркоман? Многие вопросы про эту страшную инфекцию кажутся стыдными, но знать на них ответы необходимо. Зачем мне информация про ВИЧ? ВИЧ-инфекция представляет серьезную опасность для здоровья людей во всем мире. При этом в последние годы вирус распространяется и в социально благополучных слоях населения. Получается, чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией, не обязательно быть наркоманом. Распространенность ВИЧ-инфекции в России на конец 2017 года составила 430,2 на 100 тысяч населения, по данным Минздрава России. По оценочным данным, каждый 150-й житель России может быть заражен ВИЧ-инфекцией. Количество новых случаев инфицирования ВИЧ у граждан России. Но ведь ВИЧ – проблема стран третьего мира. Это уже давно не так. Количество ВИЧ-инфицированных людей растет по всей планете, и остановить распространение инфекции пока никому не удалось. Большинство больных действительно проживает в развивающихся странах, но не все. 36,9 миллиона – общее количество людей, живущих с ВИЧ-инфекцией в 2017 году. По данным UNAIDS, с начала эпидемии в 80-е годы вирусом иммунодефицита заразились в общей сложности 77,3 миллиона человек. В 2017 году 1,8 миллиона. Страны-лидеры по абсолютному числу людей, живущих с ВИЧ-инфекцией в 2016 году. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в нашей стране в 2017 году зарегистрировано 85 802 новых случая заражения ВИЧ. Большая часть случаев первичного выявления ВИЧ-инфекции, 75,2%, приходилась на возрастную группу от 25 до 44 лет. Это самая активная часть населения нашей страны. При этом распространенность ВИЧ-инфекции в российских регионах неоднородна. По этому показателю лидируют те, через которые проходил основной наркотрафик в 90-е годы. Основными путями распространения ВИЧ там стало употребление инъекционных наркотиков. 808 823 человека живут в России с ВИЧ-инфекцией. Регионы Российской Федерации, наиболее пораженные ВИЧ-инфекцией. Чем опасно заболевание? Разрушением иммунной системы. По порядку. ВИЧ-инфекция – болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ. Он подавляет иммунитет и лишает его возможности сопротивляться другим инфекциям, в том числе тем, с которыми обычно справляется здоровый организм. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, последняя стадия ВИЧ-инфекции. Это состояние развивается у человека на фоне тяжелого иммунодефицита. При СПИДе иммунитет ослабевает настолько, что любое сопутствующее заболевание может привести к летальному исходу. Болезни, вызванные условно-патогенными вирусами или клеточными организмами, бактериями, грибами, простейшими, возникающие на фоне снижения иммунитета, называются оппортунистическими. Самые распространенные заболевания, сопутствующие ВИЧ – пневмония, опоясывающий герпес, токсоплазмоз и вирус папилломы человека. Около 10 лет в среднем проходит с момента заражения ВИЧ до развития СПИДа при отсутствии лечения. В этой стадии заболевания вирусы и бактерии поражают жизненно важные органы, включая опорно-двигательный аппарат, систему дыхания, пищеварения, головной мозг. Как можно заразиться? В больших концентрациях вирус содержится в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке. При контакте этих жидкостей с кровью или слизистыми оболочками возможна передача вируса. 3 пути заражения ВИЧ-инфекцией. Половой путь при гомо- и гетеросексуальных незащищенных контактах.
Даже единственный контакт без презерватива может привести к заражению. Риск инфицирования возрастает при наличии инфекций, передаваемых половым путем, и воспалительных заболеваний урогенитального тракта. Вероятность передачи вируса от мужчины к женщине в несколько раз выше, чем наоборот. Важно помнить, что механические средства контрацепции не дают стопроцентной защиты от заражения, поэтому важно ответственно относиться к выбору полового партнера. Парентеральный путь через кровь. Заражение происходит при непосредственном введении вируса в кровоток через шприцы, иглы, при введении инъекционных наркотиков, при нанесении татуировок и пирсинга нестерильным оборудованием, при переливании крови или пересадке органов. Но сегодня доноры обязательно проходят обследование на ВИЧ-инфекцию, и этот путь инфицирования сведен к нулю. Вертикальный путь от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, во время родов, во время грудного вскармливания. Вирус иммунодефицита очень неустойчив, он живет только в организме человека и быстро погибает во внешней среде. Заразиться ВИЧ невозможно при использовании общей посуды, туалета, душа или постельного белья, при объятиях, поцелуях, рукопожатиях, через пот и слезы, при кашле и чихании, через укус насекомого. Ребенок инфицированной матери обязательно родится ВИЧ-положительным? Вовсе нет. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, за первый квартал 2018 года риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в России достиг 1,7%. Это один из самых низких показателей в мире. 40% инфицированных женщин узнают о положительном ВИЧ-статусе во время беременности. Поэтому важно вовремя встать на учет в женскую консультацию и пройти необходимые обследования. Тогда есть все шансы родить абсолютно здорового ребенка. 91% ВИЧ-инфицированных женщин получали профилактику во время беременности. 95% ВИЧ-инфицированных женщин получали профилактику в родах. 99,1% младенцев получали постконтактную профилактику. Для профилактики вертикальной передачи вируса иммунодефицита существует специальный протокол. Сначала женщина получает комбинированную терапию из 3 препаратов во время беременности. Максимальный эффект от нее достигается, если начать прием лекарств не позже 28-й недели беременности. Это очень важный этап профилактики инфицирования новорожденных. Без него риск передачи вируса иммунодефицита ребенку возрастает до 10%. Второй этап – введение препаратов, подавляющих вирусную нагрузку во время родов. И, наконец, постконтактная профилактика из 3 препаратов назначается новорожденному, он принимает ее в течение первых 6 недель жизни. Если я не употребляю наркотики, ВИЧ-инфекция меня не коснется? Не факт. Действительно, ранее эксперты называли наркопотребителей основным источником распространения ВИЧ-инфекции. Их незащищенные половые контакты с людьми, не употреблявшими наркотики, привели к тому, что вирус вышел за пределы группы риска. Наркопотребители, работники коммерческого секса, мужчины, имеющие секс с мужчинами, и вошел в общую популяцию. Доля гетеросексуального пути передачи неуклонно растет, выявляется все больше ВИЧ-позитивных женщин. Более того, значительное их число получает инфекцию от своего единственного полового партнера. Не зная наличия вируса в организме, ВИЧ-положительные люди продолжают передавать его дальше. 53,5% больных ВИЧ-инфекцией в России заразились при гетеросексуальных контактах в 2017 году. Поэтому знать свой ВИЧ-статус в первую очередь необходимо тем, кто имел незащищенный сексуальный контакт с партнером, чей ВИЧ-статус ему неизвестен. Как и где можно проверить свой статус? Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно в любой государственной поликлинике по месту жительства или в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, они находятся в каждом регионе России. Кровь берется из вены независимо от времени суток или приема пищи. В домашних условиях можно использовать экспресс-тесты, которые показывают результат по образцу слюны, мочи или крови примерно за 10-15 минут. Самым надежным считается тест по образцу слюны. Он определяет ВИЧ-статус с точностью 99%. Но лучше проходить тесты вместе с медицинскими специалистами, чтобы получить дотестовые и послетестовые консультации, узнать о мерах профилактики и о том, что делать в случае положительного результата. По умолчанию анализ на ВИЧ-статус сдается с указанием персональных данных пациента, но тест можно пройти и анонимно в региональных центрах по борьбе со СПИДом или кабинетах анонимного обследования на ВИЧ. Не забудьте предупредить медперсонал, вместо фамилии за вашим анализом крови будет закреплен соответствующий номер, по которому вы потом сможете узнать результат. Тест на ВИЧ рекомендовано сдавать каждый год, а в случае опасных ситуаций через 3, 6 и 12 месяцев после рискованного контакта.
года. Еще одна возможность пройти тестирование – акции Минздрава России, во время которых жители наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус вне медицинских учреждений. В 2018 году всероссийская акция «Тест на ВИЧ» «Экспедиция», направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ-СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, проходит уже в 3-й раз, охватывает 30 регионов страны. Тестирование проводится в специальных мобильных пунктах, брендированных автомобилях, которые останавливаются в оживленных местах. Узнать, когда акция будет проходить в вашем городе, можно здесь. Активная ссылка. В 2017 году беспрецедентное за всю историю России число граждан прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию – около 34 миллионов человек. Это на 30% больше, чем 5 лет назад. Уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции увеличился с 80 до 84%. Призываю жителей нашей страны пройти тестирование и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания. Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации. Что делать, если тест окажется положительным? Самое главное – не паниковать. Миллионы людей в мире живут с вирусом иммунодефицита полноценной жизнью. Они продолжают учиться, работать, общаться с друзьями, заводят семьи и рожают здоровых детей. Жизнь, безусловно, изменится, но если следовать определенным правилам, она будет долгой и насыщенной. В рамках наших коммуникационных кампаний мы постоянно говорим о необходимости тестирования, потому что человек должен знать свой ВИЧ-статус и в случае положительного результата не воспринимать это как конец жизни. Важно понимать, если вовремя выявить ВИЧ, то можно получать терапию и жить обычной жизнью с некоторыми естественными ограничениями, которые есть у всех. Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации. В первую очередь нужно обратиться в Центр профилактики и борьбы с ВИЧ-СПИДом по месту жительства. Правильное лечение и регулярное посещение врача помогут своевременно реагировать на ослабление иммунитета и предотвратить развитие СПИДа. Помочь принять новый статус могут группы взаимопомощи для ВИЧ-позитивных людей и равные консультанты, работающие в некоммерческих организациях. Это ВИЧ-положительные люди, волонтеры, консультирующие больных по вопросам жизни с ВИЧ на основе собственного опыта и знаний. Сотрудники НКО помогут людям обратиться в СПИД-центр, убеждают человека принимать терапию, когда доводы врачей кажутся недостаточными. Можно ли полностью вылечиться от ВИЧ-инфекции? Нет, но ее можно контролировать с помощью антиретровирусной терапии. Лечение замедляет развитие ВИЧ-инфекции и ее переход в стадию СПИДа, снижая концентрацию вируса в крови до неопределяемого уровня. Благодаря этому снижается риск передачи вируса, а также уменьшается риск развития оппортунистических заболеваний, а иммунитет восстанавливается в достаточной степени, чтобы организм самостоятельно боролся с большинством заболеваний. Терапия состоит из 3 или 4 препаратов с разными механизмами действия для подавления вируса на всех этапах его жизнедеятельности. Чтобы комбинированная терапия была максимально эффективной, в крови пациента должен накопиться определенный уровень препарата. Поэтому необходимо точно следовать схеме лечения, назначенной врачом. В течение нескольких часов после приема антиретровирусного препарата концентрация действующего вещества снижается. Если в это время ее не восполнить, вирус становится невосприимчив к одному или нескольким препаратам. Чем больше отклонений от графика приема допускает пациент, тем выше опасность развития устойчивых штаммов ВИЧ, которые позже не реагируют на терапию. Весь комплекс мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией, включая лекарственное обеспечение, бесплатный для жителей нашей страны. При планомерном подавлении вирусной нагрузки можно жить ровно столько, сколько живут люди без ВИЧ. По данным 12 широких рандомизированных международных клинических исследований, посвященных изучению продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных, установлено, что своевременное выявление ВИЧ-инфекции, раннее начало лечения и высокая приверженность пациента к терапии существенно увеличивают продолжительность жизни. Так, средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных может достигать от 35 до 75 лет. Охват антиретровирусной терапии пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. В 2017 году в России резко увеличен охват лечением ВИЧ-инфицированных, состоящих под диспансерным наблюдением. Дополнительно обеспечены лекарствами более 60 тысяч человек. Этого удалось добиться благодаря централизации закупок антиретровирусных препаратов и снижению средней стоимости лечения одного пациента более чем в 2 раза. 319 613 пациентов получили антиретровирусную терапию в России в 2017 году.
Я слышал про ВИЧ-террористов. Они правда существуют? Нет, вероятность заразиться через иглу в сидении автобуса или кинотеатра ничтожно мала. Ни одного такого случая во всем мире не зафиксировано. На воздухе вирус живет всего 3-5 минут. Для инфицирования в шприце должно остаться достаточное количество свежей крови, и попасть она должна непосредственно в кровоток. Поэтому заразиться можно только при совместном использовании шприцев для внутривенного введения наркотиков. До 8 лет срок заключения за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией установлен статьей 122 Уголовного кодекса Российской Федерации. А мой друг уверен, что вируса иммунодефицита не существует. Вероятно, он относится к числу людей, отрицающих существование ВИЧ-инфекции, ВИЧ-диссидентам. Эти люди уверены, что вирус придумали фармкомпании, чтобы зарабатывать деньги, а так как анализы крови показывают только антитела и антигены к ВИЧ, но не сам вирус, значит, его не существует. Отрицание – это психологическая защита. Жить, думая, что болезни не существует, гораздо легче. В итоге диссиденты отказываются принимать терапию сами и не лечат своих детей. Но без лечения инфекция быстро прогрессирует и переходит в стадию СПИДа. Пример диссидентов приводит к отказу от терапии, особенно детей. Даже открытое информационное пространство все равно оставляет процент людей, которые отрицают ВИЧ. Правда, по мере развития болезни диссиденты часто меняют мнение и просят спасти ребенка в критической ситуации, но слишком поздно. Мы уже ничего не можем сделать, время упущено. Евгений Воронин, руководитель научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей МЗ РФ. Минздрав России сравнивает информацию о надуманности ВИЧ с экстремизмом. Для борьбы с ней в мае 2018 года министерство подготовило законопроект, запрещающий публично призывать к отказу от освидетельствования на ВИЧ или лечения инфекции. Для физических лиц штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц от 20 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Как живут ВИЧ-положительные люди? Ведь наше общество их не принимает. Действительно, общество длительное время было нетолерантно по отношению к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. Во многом это происходило из-за недостатка информации. Борьба с дискриминацией и стигматизацией – вопрос особого внимания государства. Изменения в законодательстве, сотрудничество с НКО, информационные кампании, адресная помощь в решении социальных проблем постепенно меняют ситуацию. ВИЧ-инфицированный человек может и имеет полное право вести полноценную жизнь. ВИЧ-инфекция не является препятствием для трудоустройства. В федеральном законе номер 38 о предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ-инфекции, четко прописано, что работодатель не имеет права спрашивать у человека подтверждение отсутствия ВИЧ. Но представителям некоторых профессий нужно проходить обязательное тестирование на ВИЧ-инфекцию и предоставлять данные о своем статусе. Это врачи, медсестры, сотрудники станций переливания и забора крови и научные работники, чья деятельность связана с изготовлением или разработкой иммунных препаратов. Точно так же нельзя отказать ВИЧ-инфицированному ребенку в зачислении в школу или институт. С ВИЧ-инфекцией можно жить половой жизнью и рожать детей. При строгом соблюдении графика приема лекарств уровень вирусной нагрузки в биологических жидкостях снижается, как и риск заразить полового партнера. Но использование презерватива обязательно для ВИЧ-положительных людей. У людей с ВИЧ-инфекцией нет специальной диеты, они могут питаться так же, как и здоровые люди. Главное правило – больше калорий и белка в рационе, а вот от вредных привычек лучше отказаться, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на иммунитет. А на этом на сегодня все. Ссылку на озвученную инфографику вы можете найти в описании к этому видео. Берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!